Добрый день, дорогие мои подписчики, все, кто первый раз зашел на мой канал. Я сегодня хочу показать вам небольшие хитрости про вязание айкорда. Также расскажу, что такое автообвив, как его делать и как вязать легко айкорд без распушения от щеток. То есть мы видим, что здесь нету распушения. Вот, все очень четко и гладко ложится. Такой айкорд и такой способ я использую для вязания летних маечек. Итак, видно, что это летняя майка. Вот, с рукавом, опущенным рукавом. И на ней присутствует отделка сразу на машине айкордом. То есть я показываю, что это не руками пришивалось и не навешивалось на машину. Это просто сразу иглы на машине переходили в айкорд. Как это сделать, сейчас посмотрим. Итак, я отвяжем маленький образец. В этом образце у нас будут несколько приемов. Прошу обратить внимание. Я уже начала здесь делать как бы скос такой, да. То есть у нас на каретке выставлена кнопка частичного вязания на H. И делаем автообвив. То есть не обвиваем руками, а машина будет делать это сама по себе. Для этого что надо учесть? Например, нам по выкройке необходимо убавить 5 петель. Автообвив заключается в том, что мы провязываем ряд и потом еще добавляем одну иглу. Итак, если нам надо убавить 5 петель, 5 игл, да, то в этот момент, когда я выдвигаю 4 иглы с противоположной стороны от каретки, провязываю один ряд и выдвигаю еще одну иглу. И здесь у нас получается, вот здесь получается у нас петля, вот эта последняя, она вывязана один раз. Второй раз нитка на нее просто легла. И таким образом мы избегаем появления здесь дырочек, да. Ну, например, сейчас мне опять надо 5 петель убавить. Я 4 выдвинула, 5-ю потом выдвигаю. То есть это касается или скоса плеча, или у нас будет какой-то вырез определенного конфигурации. Итак, вот, допустим, мы отвязали весь наш скос выреза. Далее провязываем один сглаживающий ряд. То есть или немножко задвигаем, или отключаем вот эту кнопочку, ставим кнопку частичного вязания, ставим на N и провязываем один ряд. Все у нас петли провязались. Далее при вязании айкорда будем вязать айкорд из 3 петель. Остальные петли будем выдвигать в переднее нерабочее положение. Здесь я сразу перенесу 4-ю на 3-ю. То есть это будет уже первая как бы убавка. Остальные петли я выдвигаю в переднее нерабочее положение. Как это обычно делается при вязании айкорда. Далее настройки на каретке, когда мы вяжем айкорд. Это одна кнопка парт, или левая, или правая. Я в данный момент выберу левую кнопку. И еще один такой момент, что перед тем, если закрывать айкордом, нам иногда надо делать какие-то небольшие повороты. То есть вот в этом месте
нам необходимо, скажем, повернуть небольшой, ну, как бы он идет, и тут как бы угол получается. Поэтому я советую сделать таким образом. Первую петлю положить сюда и провязать 2 ряда туда-обратно, оба ряда, то есть туда и обратно. При этом не забываем включать рычаг частичного вязания на H. Данные 2 ряда у меня эти кнопки будут отжаты. Я провяжу сейчас 2 ряда. Туда нитка провязалась. И обратно тоже будет провязан ряд. Теперь я нажму левую кнопку Part, вот эту. И далее будем вязать уже I-cord. Сам I-cord. Я вяжу его так вот через 2. Могу перетягиваю через 2 петли и потом подношу ближе. И тут туда обратно. На сам I-cord вешаем крабик. Далее я его пододвигаю ближе. И опять навешиваю петлю, одну, вторую. Что происходит у нас? Эти петли все время у нас трутся об щетки, которые имеются вот здесь внизу на каретке. И если у нас, скажем, на всю горловину надо закрывать, то часто получается такая ситуация, что здесь у нас распушивается. Чтобы этого избежать, я сейчас покажу одну небольшую хитрость. Вот. Потихоньку будет провязываться I-cord. Сейчас я покажу. Для того, чтобы у меня не образовалось в этом месте, чтобы не образовывалось вот в этом месте, здесь шершавость, здесь 2 варианта. Можно после сглаживающего ряда снять все петли на бросовые нити, потом нанизывать с бросовой нити по одной петле, может быть, кому-то так удобней. Если кому-то удобно оставлять петли на иглах и делать это, ну, так как я показываю, да, то вот мой вам совет. Что я делаю? Я снимаю, вот моя каретка, на ней стоят резиновые колеса, это пододвигаются туда-сюда, но я их держу в открытом, отодвинутом от игольницы виде. И вот у меня, видите, каретка имеет только вот эти зубчатые колесики. У меня нету щеток. То есть видно, что я сняла вот эти щетки, и эти щетки я заменила этими резиновыми колесиками. Их тоже можно вообще-то снять. И пользуюсь только вот у меня зубчатые колесики. Я вяжу таким образом, как однофантурный жаккард, как пресс. То есть, и когда вяжем I-cord, то, я надеюсь, можете не полениться и в этот момент снять вот эти щеточки. Итак, ставим обратно каретку. И таким образом, когда ездит много раз каретка по I-корду, не получается у нас здесь шершавость. Итак, мы связали I-cord. Сейчас посмотрим более детально, где же у нас наши автообвивы. Вот здесь видно, что мы делали внизу один обвив, здесь второй. Дырочек нету. Дырочек практически нету. Далее
смотрим изнаночную сторону. Сейчас сделаю камеру покрупнее. Вот крупным планом мы видим, вот можем рассмотреть изнаночная сторона. Я показываю специально так, чтобы видно было, что ворсинки очень одинаково по всей длине. Вот видите, совсем не заворсилось это. Вот. Сейчас немного прогладим. Итак, теперь уже очень ясно выделяется наш айкорд красиво. И с изнаночной стороны, вот мы видим, вот идут прибавочки, убавочки наши. Так вот мы вязали. То есть есть здесь убавочки, но они без дырочек. И никакой ворсистости при снятых щетках не присутствует. Итак, на этом сегодня про айкорд и автообвив я буду заканчивать. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, кто первый раз смотрит мой канал. Также есть много интересного на канале про приемы вязания, а также есть многое про программу, работу с программой ДК. На сегодня это все. Пока-пока.